Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Давайте узнаем, что у нас произойдет совсем скоро, со дня на день. И мы не ставим, я специально не ограничиваю сроков каких-то или не ставлю рамок, ну, потому что любой прогноз, будем реалистами, это как альтернативный вариант. Но и жизнь наша, наверное, убыстряется, и я по вашим комментариям сужу. Некоторые мне пишут, что да, у меня это уже случилось, а кто-то пишет, да за пару дней это произошло. У кого-то вообще ничего не произошло. Я такое допускаю. Но иногда и растягиваются, наверное, как наши все дела, наши планы. Что-то продолжается, что-то завершается, правда? Но все же, ближе по срокам, как второй на неделю. Вот такой срок я пока планирую в ближайшее время делать вот такие недельные прогнозы. И я вижу, судя и сужу по вашим комментариям, что, ну, в данный период времени это более актуально. Ну, потому что, наверное, наша жизнь переходит из бега в галоп. Итак, давайте будем узнавать, что же там случится, произойдет, что вас ждет в ближайшие дни, с чем это будет связано. Это то, что буквально на пороге или совсем скоро. Смотрю я, смотрите и вы, мои дорогие девы. Что тут нам расскажут? Смотрите, семейное счастье. Ну, это личная жизнь, вопросы дома, вопросы, связанные с родственниками, может быть, с детьми, с вашими любимыми. Ну, вот, наверное, все же в ближайшие дни, мои дорогие, или то, что совсем скоро, или какие-то вопросы, может быть, внутрисемейные решаются, или когда что-то хорошее в вашей семье происходит. Но есть абсолютно точно позитив, потому что и подкова, а мы знаем, что подкова раньше это как символ удачи, еще помимо семейного счастья или значений вот в этом пасьянсе. То есть это может быть и что-то на более глобальном уровне, и одновременно Солнце. Солнце – выбор правильного направления вообще-то. И здесь могут быть связаны, я допускаю, вопросы работы или каких-то оформлений, может быть, по части недвижимости, ну, или согласований, переездов. Ну, тут что-то хорошее идет, это точно. Давайте смотрим дальше, что нам еще расскажут карты. Вы, кстати, можете переживать, потому что у вас совпадает череп. Череп это не есть как что-то конкретное, с внешними событиями связано, но переживание это внутреннее где-то, да, наши сомнения, или а вдруг не получится что-то, или получится так, как мне бы не хотелось, вот, ну, такой момент. А тут ничто нам об этом не говорит. Ладно, давайте посмотрим, что еще нам расскажут карты. А вот смотрите, у вас открывается путь, ключ. И это такое очень емкое значение. У кого-то будет означать поездка, переезд, приезд человека к вам, долгожданная встреча. А для кого-то, правда, вопросы работы – это как жизненный путь. Открываются какие-то дороги. Прежде не было этой возможности, а теперь она есть. И это какой-то, может быть, действительно судьбоносный момент, особенно потому, что у вас значение Солнца. Как какая-то ваша миссия, которая вам по судьбе. Почему так говорю? У кого ключи в руках, если мы говорим о колодах Таро? Иерофант. И это возможность договориться, правильно как-то выстроить диалоги, причем, может быть, с людьми влиятельными или с теми ключевыми партнерами, с которыми вам нужно договориться. Или вам нужно что-то согласовать. Мои дорогие девы, у вас нет ничего невозможного, но будьте внимательны к этому периоду. Может быть, это буквально какой-то день в ближайшем будущем, который может быть очень знаковым, таким решающим, от которого потом будут зависеть некоторые события, вплоть до 6-8 месяцев. Может быть, этот путь не буквально, правда, у кого-то проиграется ваша миссия, потому что следом у нас выпадает листва, дерево оно называется в этом пасьянсе, но символ ожидания. Поэтому как бы пути открываются, но, видимо, большое видится на расстоянии, или, знаете, как добрые дела, что-то серьезное, но наспех-то тоже не делается. И, может быть, какие-то часть согласования они проходят в ближайшие дни, но что-то будет продолжено. Тут вот именно что-то будет продолжаться. Ваша траектория на 6-8 месяцев.
Вот мне интересно, напишите мне, пожалуйста, что это у вас такое. И якорь, смотрите, это уверенность, это ваша уверенность, что вы что-то сделали правильно или сделали вовремя, или у вас получилось опять же согласовать. Ну да, судьбоносность определенная есть. Когда такие значения выпадают, в этом подсказка не, знаете, не терять времени даром. Это не значит, что мы прямо вот сразу же к чему-то хаотично приступаем, что-то делаем, лишь бы делать. Нет, тут определенный анализ, мыслительный процесс, интеллекта, это по вашей части, мои дорогие девы. Тут нужно и обдумать что-то. Но не в плане, вот как по черепу, да, мы начинаем там вспоминать былое и думаем. Вот раньше не получилось и сейчас не получится. Тут аркан, точнее значение ключа будет говорить о том, что это какой-то новый путь. И стало быть, новые методы. И мы можем как раз переживать, потому что мы так раньше не поступали. А еще я могу сказать, что может быть такой вот момент у вас, мои дорогие девы, когда логике что-то не поддается. Потому что просчитать тут будет достаточно сложно. Все же я вижу в этом определенные значения. Вы можете еще сомневаться в людях, потому что, смотрите, змея выпадает. Нам говорят, будь осторожен. Кто-то либо как наблюдает, или кто-то затаился. Вот есть такой момент. Может быть, о себе много не рассказать. Иногда проходит зависть. Вы сейчас, знаете, как на гребень волны поднимаетесь. И у вас как по нарастающей какая-то ваша траектория идет. И, может быть, есть те персоны, которые вам транслируют одно, а сами думают другое. Здесь действительно кто-то может вам завидовать. Могут, ну, вот самого разного рода препоны быть. И вот смотрите, вы даже с кем-то можете и поссориться. Может быть, вот, знаете, вот эта змея себя проявит. Нож – это ссора. Может быть, я допускаю, ссора это была и прежде. И здесь вы будете, тут по-разному у каждого, да? Но, по крайней мере, она присутствует, значит, вы этот момент можете обдумывать. Может быть, именно это ссора какая-то или недостаток взаимопонимания выражается вот как в этих переживаниях, мы говорили по черепу. И это нет какой-то реальности. Может быть, это вам, мои дорогие девы, придется так вот хитро и мудро отстраивать какую-то новую стратегию, тактику. Но, видимо, это сделать совершенно необходимо, потому что на кону что-то очень важное. И значит, раз у вас такие прекрасные значения, ну, себя сохранять и все то, что вам дорого, любимо, это понятно, но где-то понимают, что не все люди играют в открытую. Вот я уверена, у вас это получится, но сказать, что это вот так вот легко, не могу. А у кого-то это может означать, смотрите, у вас совпадает сердце. Иногда сердце и нож, разбитое сердце. И у нас так вот немножко разрознено, и при этом выпадает подкова. И я могу сказать, и дай бог оно так будет, пусть этот вот, все это вместе, все эти символы, если мы сложим, у кого-то была как раз ссора, а тут вы помиритесь. И это я тоже допускаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, мы настолько разные, что, ну, нельзя всех в единый формат сложить никаким образом. Но я тут вижу именно какой-то разворот событий для вас в плюс. Но как вы с этим совсем взаимодействуете, это зависит, безусловно, от вас самих. Смотрю, что у вас еще совпало. Мы можем сложить в нашем пасьянсе, потому что то, что по вертикали, по горизонтали находится в крайних рядах. Вот я больше не вижу. И мы с вами идем дальше. Давайте узнаем ваше настроение в связи с этими событиями. Общий фон недели или ближайших дней. Что это будет для вас означать? Ну, я так вижу, хорошее должно быть настроение. Ну, тут как новый путь, опять же. Или весть. Пажи – это всегда вестники. Может быть, это конкретная бумага, пакет, документ. Может быть, это и не материально, а в нашу цифровую эпоху это СМС, какой-то звонок, сообщение, иногда сообщение от ваших детей. Но это всегда ведь по пажу как новый путь. Это мы прежде как будто шли в одном направлении, а теперь нам нужно
что-то изменить или что-то дополнить. Хорошее настроение, в полном балансе. Посмотрите, королева Пентаклей, я всегда говорю, это где-то ваша карта. Королева Пентаклей из любого хаоса умеет отстроить порядок. И она умеет отстроить благополучие с нуля. Она может создать с нуля теплый, уютный дом, где всем уютно, хорошо, добро и ласково. Ну вот, видимо, такие добрые энергии, позитивные, и в то же время это энергия самореализации, это энергия финансовых каких-то, либо поступлений, так иногда тоже бывает, но, может быть, для кого-то из вас есть новый план, и тогда вот в сочетании, как будто деньгами тут мы не особо, ну, как бы тратим, может быть, и хочется что-то эдакое приобрести, такое может быть за счет планетарных транзитов. Но вполне вероятно, эти деньги вам понадобятся, к примеру, оплатить какие-то курсы. Все же у нас паш, мы чему-то учимся или совершить какой-то платеж. Но нам говорят, шаг за шагом у тебя все получится, для тебя нет ничего невозможного. Вообще, если про настроение, это в полном балансе. Ну вот выпадает, видимо, двойка мечей, это вот эти значения, это своеобразный тупик. Тут самое главное, вы ведь большие реалисты. Но, может быть, если начнете где-то так, знаете, ковыряться в прошлом или пытаться где-то оттолкнуться от прошлой ситуации именно в методах. Нам ведь тут говорят, сними повязку с глаз. В этой колоде вороны означают мудрость. И вот смотрите, что нам изобразил художник. Вороны пытаются снять вот эту повязку с глаз у девушки. Понятно, у них не получается, и они только путают волосы. Это мы можем запутаться в мыслях. Если мы, ну, на какой-то момент утрачиваем связь с реальностью, или мы думаем, что то, что было вчера, или в какой-то предыдущий период времени, будет с точкой продолжено. Тут так не будет. Тут придется что-то отстраивать совершенно по-новому. Но, видимо, даже если есть путаницы некоторые, ваша вот эта смекалка, ваша прозорливость. Интуицию, мои дорогие, тоже слушайте. Интуиция – это интеллект и предыдущий опыт. Причем тот опыт, который не связан ни с эмоциями, ни с чувствами. Это где-то логика. Вам, наверное, возвышенное и земное нужно будет сложить в единый узор, но для вас это, может быть, еще и означает, когда, знаете, такое своего рода разделение энергии. Если это вопросы материальные, вопросы документальные, мы в них эмоций не добавляем. Иначе вот и создается эта двойка мечей. И наоборот, если это касается чувств, то там тоже не нужно быть прожженным прагматиком. Вот как-то так. От этого может зависеть ваше настроение. Хорошо, идем дальше. В каких сферах, мои дорогие девы, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения в ближайшие дни, в ближайшее время? Что за сфера? Выбор, правда, выбор есть. Но я тут могу сказать, ведь в этой колоде карт все-таки прямое значение имеет аркан влюбленный. Любовь, личная жизнь, может быть и личные достижения, кстати. Я такое допускаю. У кого-то это поездки, переезды, иногда такое тоже. Карта может означать «еду», «куда», здесь или «когда», состоится встреча, или «когда мы съедемся вместе», или, может быть, наоборот, в этот период времени дети, взрослые, подросшие могут и уезжать от родителей, думать о том, чтобы начать собственную самостоятельную жизнь. Но это во благо тогда одним и вторым, да, двум сторонам. Тут есть какой-то очень приятный, я бы сказала, выбор по аркану влюбленный. Или просто личная жизнь требует важных решений. Что еще? Ну да, есть то, что вы обдумываете. Помните, все лежит на поверхности. И это, безусловно, карта интуиции. Чувствуете, что вам подсказывает ваша душа. Именно чувства, не эмоции. Эмоции – это сознание. А сознание, как известно, великий шаблон. Это как программа в компьютере. Это сродни привычки. А интеллект – это высшее знание. Интеллект, мы говорили, да, интуиция. Вот тут вам помогает. Не все возможно решить логикой, а как раз душа, она мудрая, ваша душа, она вам будет давать правильные подсказки.
выводы какие-то делаете, мои дорогие. Вот смотрите, тройка мечей. Ведь любая тройка – это всегда карта будущего. Что бы мы тут ни думали, глядя на карту, о чем нам говорят? Да, жизнь наша, она не бывает, как, знаете, дорога или шоссе широкое, высланное лепестками роз. Увы, бывают и шипы, бывают и кочки, и ямы, и выбоины. Но вот и была какая-то минусовая ситуация, глубокие разочарования, вот как этот сгусток боли, когда мы буквально кричали, плакали от этой боли, может быть, от несправедливости, от того, что мы не были правильно поняты, от какого-то предательства. Конечно, карта больше говорит о личной жизни, но тут все же у каждого будет по-своему. Может быть, этот выбор касается именно вашего рода деятельности, ваших достижений. У нас прежде что-то не получилось. Причем мы-то играли в открытую, а кто-то играл как в тайне, держа свои козыри до поры времени в руках, да, и нам об этом не объявляя. Но все подходит к какому-то финалу, и поэтому вот это какая-то двойственная ситуация, чужая игра, она когда-то завершилась. И для нас это было полнейшей неожиданностью, и эта карта и символизирует раненое сердце. Вот какая-то ситуация из прошлого. Вы с ней будете, ну, как ставить точку, крест на этой ситуации. Потому что, безусловно, такое беспристрастное видение, что есть в реальной жизни. И если мы сказали «карта будущего», это раньше было сердце раненое, как будто, вот посмотрите, дважды два глубоких шрама на сердце нам показал художник. И теперь уже это сердце не болит, уже зажило, оно заштопанное. Но эти шрамы, говорит нам карта, ты никуда не денешь. Они могут периодически как ныть на погоду. Но для тебя, дева, это позитивный, тем не менее, момент, потому что туда ты не пойдешь или не позволишь вести какую-то игру. Значит, даже чужую игру вы переиграете. Но кто-то может думать, каким образом. Здесь вам, правда, что-то из прошлого подсказывает, может быть, куда идти не надо, или где существует опасность, где есть какой-то риск, мои дорогие, вот именно в положительном смысле. Прежний минус здесь вам дает, как через подсказки вашей интуиции души, правильные советы. Слушайте собственный голос мудрости, свое шестое чувство. Хорошо, давайте мы спросим. Поездки, путешествия, перемещения. Что тут нам скажут карты? Мы тут все сохраняем. По четверке пентаклей. Тут вообще как бы перемещений нет. Может быть, у кто-то и не планирует. Или у кого-то задерживается перемещение на очень большое расстояние. Здесь вы можете даже сами отложить четверку пентаклей, когда мы, ну, больше сохраняем. Или подводим к итогу ранее начатые дела. Или когда мы сами себе говорим «нет, сейчас не время». Здесь перед вами действительно пути, дороги открываются. Весь мир, мои дорогие девы. Но вы сами как будто можете тоже притормаживать, потому что, может быть, не хотите каких-то обраток в будущем, вы понимаете, нет, мне сейчас нужно как-то детализировать ту или иную траекторию, мне самому себе или самой себе нужно что-то обдумать, но вы уже стоите на пороге таких грандиозных событий, и для кого-то это будет, пусть вот не в ближайшие дни, да, как какая-то поездка состоится, пусть это чуть-чуть отдаленно, но возможности, вот если мы говорим, четверка пентаклей меняется на карту мир, это какой-то итог, причем такой, знаете, это где-то и популярность, кстати, у кого-то это может быть связано. И если вы, ну, имеете личный блог или свое даже личное дело, личный бизнес, тут вам буквально интернет помогает, какие-то средства массовой информации, стать вот популярным или, может быть правильно понятым. Вот это ведь тоже все же через средства эти, да, пусть у вас даже это свой блог, свой сайт. Здесь это все способствует, мои дорогие девы, чтобы вас или вы себя как-то заявили о своей экспертности, о самом себе, может быть, да, вот о своем видении каких-то ситуаций. Вам каким-то образом это помогает, потому что по 21-му старшему аркану идет и пространство, и эфир, и интернет. И вот все то, что с этим связано. Это каким-то образом вам открывает вот этот самый мир.
и новые перспективы. Вот он, вот этот ключ. Ладно, давайте достанем еще одну карту. Что же там? Ну да, тут, посмотрите, кому-то помогают деньги заработать, кстати. Может быть, это работа посредством интернета, посредством новых технологий. У кого-то это, может быть, даже работа, связанная с командировками. Или вот это перемещение, оно вам тоже каким-то образом помогает для материализации вашего проекта или для того, чтобы деньги заработать. В целом подведу итог. Вы что-то просчитываете. И правда, возможности у вас открываются. Приготовьтесь, может быть, к тому, что вам, в какой-то последующий период придется много путешествовать и ездить. Или это, опять же, у кого-то командировки, потому что в этом есть еще и какой-то финансовый резон и смысл. Когда вы, посмотрите, остаетесь довольными. Здорово вообще. Тут с поездками какая-то ваша новая перспектива даже может быть связана. Ладно, давайте спросим. Продолжение следует. Аркан Император. Это может быть и конкретный человек, персона, такая влиятельная, деятельная, у которой длинные руки буквально, и она может что-то осуществить. Император все-таки, да? Это может быть смена вашего статуса, опять же. Это может карта касаться вас самих. И все то, что я только что говорила, как раз этот аркан, где-то подтверждает. Да, нам карта дает совет, будь мудрым императором, потому что, чаще по этой карте мы говорим, есть два мнения, мое и неправильное. А мудрый император, он понимает, есть две ипостаси. Первое, людское мнение. И оно меняется. Это постоянно какая-то зыбкая почва. И мы готовы к тому, что люди думают сегодня одно, завтра они будут думать третье, и второе, третье, да, то есть вот что-то такое. И еще один момент – обстоятельства. Вот император знает, людское мнение, обстоятельства мне не подвластно. И поэтому для того, чтобы достичь своей цели, император готов корректировать мелкие планы. Вот такое продолжение следует, или нам где-то карта дает подсказку, что перед тобой открывается миссия, будущее, дева. Но как с этим еще правильно провзаимодействовать? Может быть, какой-то выбор и будет. Может быть, тебе и придется где-то лавировать. Не без этого. Жизнь неровное шоссе, повторяюсь, но у тебя все получится. Вообще, посмотрите, у вас центральные карты складывают такой интересный узор. Не все однозначно, да, мы говорим. И в то же время как будто есть ради чего в плане материальном. Наверное, королева Пентаклей ведь это та, которая любую свою задумку умеет воплотить в жизнь, сделать сказку былью. Вот такие перед вами грандиозные задачи. Хотя, казалось бы, короткий промежуток времени. Иногда в нашей жизни бывают дни, которые стоят лет. Вот оно, это солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.